Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке недвижимости города Запорожья. Традиционно анонс для людей, которые не могут смотреть больше 2 минут моего видео. Недвижимость в Запорожье, друзья, дешевеет. И больше того скажу, в этом месяце я увидел, как очень тревожный сигнал. Количество квартир, которые выставляются для продажи, оно катастрофически в разы просто сократилось. То есть это, я так понимаю, признак того, что что-то очень серьезное, боюсь говорить слово страшное, произойдет. То есть люди наконец-то понимают, что жизнь при фронтовом городе – это, в общем-то, занятие себе так себе веселое. Поэтому наверняка просто смирились с тем, что эта недвижимость никогда не будет продана. Ну и, соответственно, кем-то куплена. Итак, друзья, а теперь по порядку. Давайте попробуем разобраться, что же все-таки произошло на рынке недвижимости города Запорожья, используя в своих, так сказать, не догадках, а исследованиях данные, которые мне предоставляет компания Olymp Consulting. Напомню, это статистические данные рынка недвижимости Украины. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Приднепровского региона. По городу Днепр я уже с вами, так сказать, беседовал на прошлой неделе. Теперь мы будем говорить о городе Запорожье. Рассказывал, как, в общем-то, использовать данные, которые написаны в легенде карты. Начинаем с населения. Довоенное 746 тысяч. Я думаю, что сейчас, если 500 тысяч живет, то это хорошо. А может быть и меньше. Люди, которые меня смотрят с Запорожья, напишите, пожалуйста, визуально, сколько больше людей, меньше живет, чем до войны, естественно. Количество предложений, друзья, вот здесь то, что я анонсировал. Посмотрите, что произошло. Если постоянно мы видели порядка 11 тысяч предложений, там чуть больше, чуть меньше, то количество предложений в июле месяце сократилось на 9700 объектов жилой недвижимости. Это первичный и вторичный рынок. То есть это на 16% за месяц. Ну, я такого не помню, если честно. Я перепроверял данные, все сходится, то есть ошибки не может быть. То есть действительно на 16% за один месяц количество квартир, которые выставляются для продажи, это все крупные интернет-порталы, электронные доски и так далее, которые я мониторю с помощью программного обеспечения Olymp News, на которое у меня есть, естественно, авторское право и патент, в общем-то, показывает такую вот печальную статистику. Связано это, скорее всего, с тем, что страшно подумать, что люди просто смирились с тем, что надо оставлять жилье и, что называется, жизнь дороже, да? Возможно, я ошибаюсь. Напишите, кто с Запорожья, ваши ощущения. Я просто интуитивно понимаю ту опасность, которая окружает людей, находящихся на такой близости при, чуть не сказал, к фронту, правильно так, да? Там буквально несколько десятков километров. В общем, напишите, кто как думает, почему произошло такой обвал, снижение активности на рынке предложений. Социальное жилье, друзья, подешевело на 0,24%, это вторичный рынок. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, подешевели на 0,18%. Переходя к первичному рынку, друзья, мы видим ту же самую отрицательную динамику снижения эконом-класс квартиры, снижение минус 0,27%, и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс, снижение минус 0,15%. Подводя итоги, друзья, видим, что по всем сегментам, по первичному и вторичному рынку снижение, также аномальное снижение предложений на рынке жилой недвижимости. И от обобщенных вот этих данных переходим уже к декомпозированным и более подробно разберемся, что произошло с недвижимостью в разрезе, естественно, классов по административным районам города. Город Запорожье, карта, административные районы, социальное жилье. Снижение на 0,24% видим за месяц. И бросается в глаза, что наименьше всего, кстати, вообще не подешевела недвижимость, Коммунарский район видим, да. А наибольше подешевела, да,
это у нас заводской район. Ну, неудивительно, заводской район, в общем-то, он и называется заводской в силу того, что там достаточно большая промышленная зона, на карте даже видно, вот, в которую, так сказать, вкраплены островки квартир, в которых живут люди. То есть это с точки зрения экологии очень такой плохой район для места жительства, ну и так далее. Кто в Запорожье живет, лучше меня знает это. Итак, друзья, переходим к следующему слайду, где мы поговорим, что же произошло с недвижимостью на протяжении 4 года, там 9 месяцев уже, да, скоро будет, или больше даже, наверное. То есть, как себя вела недвижимость на примере класс социальное жилье, самый большой класс на рынке недвижимости, который эксплуатируется в Украине, Запорожье не исключение. Итак, мы видим, что поквартальные исследования, война началась у нас 2022 год, 24 февраля, а здесь у нас первый квартал, то есть это у нас март 2022 года, $519 стоимость квадратного метра. И на протяжении всех этих 4 с лишним лет войны мы видим, друзья, как медленно, уверенно недвижимость снижалась в своей стоимости. В итоге мы видим, что снижение достигло 18,88%. 19% можно округлить в сторону увеличения. То есть всего лишь при фронтовом городе, в котором уже не живет те заявленные 700 тысяч, да, живет, наверное, 500, а может меньше, недвижимость, в общем-то, подешевела всего лишь на 20%. И это, друзья, не удивительно. Рынок вторичной, мы сейчас говорим о вторичном рынке недвижимости, это не спекулятивный рынок. Здесь живут люди, и люди просто так квартиры свои не продают. Даже в качестве примера сейчас мы видим, что люди просто, наверное, потеряли надежду, что продадут, у кого была такая возможность, и которые выехали и из-за границы как-то пытаются продать. Они просто оставили все, так сказать, как есть, в надежде, что после того, что происходит, и рано или поздно любая война заканчивается, да, тогда уже, что называется, будет видно, что делать с недвижимостью, если, конечно, она останется к тому времени неповрежденная. Итак, друзья, переходим к следующему слайду, где мы будем говорить о также вторичном рынке квартиры эконом-комфорт-класс, которые подешевели на 0,18%. В разрезе административных районах можете посмотреть стоимость в абсолютных цифрах. Кстати, город Запорожье это один из аутсайдеров по стоимости квадратного метра недвижимости. Еще сюда можно добавить город Сумы. И, пожалуй, все, что мы можем вот видеть в такой стоимости. Также можете посмотреть снижение за месяц в процентном соотношении. А следующий слайд посвящен первичному рынку, где мы видим, что стоимость также снизилась на 0,27%. Друзья, мне кто-то писал, что по первичному рынку вот $374. Ну, во-первых, я это все перевожу в доллары. Первичный рынок – это инвестиционные всякие контрактные договора, ценные бумаги, там все оформляется в гривне, естественно, и люди передают в кассу застройщика гривну. И вот мне кто-то спрашивал, говорит, а Андрей, а какая же тогда себестоимость квадратного метра жилья в Украине или в городе Запорожье? Тут надо различать Украина и Запорожье, это, ну, как бы вы понимаете, да, что Украина большая, много областных городов-центров, по-разному ведет себя недвижимость, а вот город Запорожье, здесь ни о какой рыночной стоимости нельзя говорить, о себестоимости говорить тоже нет смысла, хотя все что-то, ну, любой товар, да, вещь стоит чего-то, квадратный метр, являясь товаром, также чего-то стоит. Но, друзья, в прифронтовом городе, где перестают продаваться уже жилье, которое эксплуатируется, надеяться на то, что будет купленный недостроенный, там сказать, проект, когда-то, а возможно он вообще никогда не достроится, а возможно он будет разрушен. То есть это, ну, верх безумия и непрактичности. Именно поэтому здесь говорить о рыночной стоимости или просто о себестоимости квадратного метра не приходится от слова совсем. Но так или иначе я эти цифры фиксирую и доношу до вашего сведения. Дальше первичный рынок комфорт бизнес-класс подешевел на 0,15%. По административным районам можете посмотреть, где строились
квартиры подобных классов. И также стоимость снижается, видим, в процентном соотношении тоже в каждом районе административном по-разному. Переходим к следующему, друзья, слайду, подытоживающий слайд о том, что произошло в течение года с городом или недвижимостью города Запорожья, класс социальное жилье. Июль 2025 год, $438 за квадратный метр. И июль 2026 год, $421 за квадратный метр. То есть в годовом измерение это, в принципе, немного, всего лишь на 3,88% снижения. То есть это снижение, ну, даже если до 4 округлим, то есть это небольшое для прифронтового города. Хотя помним, что за весь период войны недвижимость подешевела на, сколько там у нас, по-моему, 19%, да? Сейчас я... Да, 19%, 18,88%. А за год, тот, который мы сейчас, 2026, сравниваем июль месяц 2025, всего лишь на 3,88%. Друзья, также я и компания Olymp Consulting готовим индексы стоимости недвижимости по всему рынку Украины, рынку недвижимости. Это и первичный, и вторичный рынок, это и коммерческая недвижимость, и домовладение, и земля, и так далее. Это больше 12 сегментов. То есть мы готовим это для банков, финансовых учреждений. Естественно, эта работа востребована. И вот здесь немножко как бы саморекламы. Я также знаю, что смотрят меня люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, риск-менеджменту. Они хорошо знают, как меняются деньги во времени, ну, работают в финансовом учреждении. А я один из немногих в Украине, друзья, знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И на этом графике рисунке вы можете увидеть, насколько подешевела недвижимость определенного класса в течение 12 месяцев. Индекс, видим здесь отрицательный, 0,961. Считается индекс недвижимости следующим образом. Он считается просто, если у вас есть статистические данные. 421 делим на 438, получаем или в годовом измерении снижение 3,88% или отрицательный индекс 0,961. Друзья, для того, чтобы меня найти, в описании YouTube канала есть мой Viber телефончик. Я, к сожалению, не живу в Украине уже, наберете, но организация, это компания Olymp Consulting, еще одна организация, они, я имею в виду юридические лица, предприятия, они работают на территории Украины, платят все налоги, претензий никаких к ним нет, так что можете обращаться, звоните или спишемся и составим техническое задание, и вы будете видеть, как меняется стоимость недвижимости во времени. На примере этого графика рисунка я показываю. И зная, как меняется стоимость денег во времени, вы вот, в общем-то, сможете нивелировать данные риски, которые, собственно говоря, и ваша профессия призвана отслеживать, да, и принимать правильные управленческие решения. Это была реклама, друзья. Пишите, проконсультируйтесь, кто такой Андрей Гусельников и компания Olymp Consulting. Ничего плохого вы не найдете обо мне. Многие меня знают, не буду хвастаться с положительной стороны. Почему? Потому что я занимаюсь бизнесом. Бизнес, это, как ни странно, многие удивляются, я занимаюсь наукой, но при этом я еще и занимаюсь бизнесом. То есть я продаю те отчеты, продаю знания свои, и они востребованы на сегодняшний день. Поэтому даже искусственный интеллект вам подтвердит, так сказать, мои компетенции, о которых мы сейчас говорим. Друзья, запомнили, что на 3,88% за год подешевела недвижимость города Запорожья. Давайте теперь к прогнозам. Очень быстро постараемся проговорить. Ну, с учетом всех уже перечисленных мною факторов, которые влияют на состояние рынка недвижимости, а на состояние рынка недвижимости влияют внешние факторы, в данном случае война, внутренние факторы, это развитие экономики в целом региона, называется это называется внутренний валовый региональный продукт, который выражен в макропоказателях, которые характеризуют развитие этой самой экономики. Так вот, друзья, все плохо. Как внешние факторы показывают, что фронт
неумолимо приближается к Запорожью, так и внутренние факторы показывают, что люди, скорее всего, бегут с Запорожья. И это адекватное поведение. Соответственно, на недвижимости, ну, о чем тут говорить, сами понимаете. Поэтому я думаю, что недвижимость будет снижаться и до конца года. Мы увидим порядка 20%, сравнивая декабрь 2020, естественно, 2006 года с декабрем 2025 года, увидим порядка 20% снижения в годовом измерении. Не 20, я прошу прощения, тут у нас 3%, 5%, наверное, в год мы будем иметь, и мы сейчас говорим о том, что произойдет до конца года. То есть где-то порядка 5% мы увидим снижение в годовом измерении. Вот так, друзья, вроде бы постарался достаточно подробно рассказать вам о том, что было. Это ретроспектива. Зафиксировали погоду рынка недвижимости на сегодняшний день, то есть проговорили с цифрами, что произошло. И я попытался предположить, это прогнозы, что произойдет до конца 2026 года. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео, пишите, вопросы задавайте, обязательно отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости. И еще в конце видео напомню вам, друзья, что я выполняю достаточно много работ по ретроспективному исследованию рынка недвижимости по всем его сегментам. Это востребованная работа, как судебные эксперты используют мои работы для, так сказать, для своей работы, да, как юристы, адвокаты также берут в работу мои исследования, так и оценщики. Поэтому это достаточно интересное направление работы. Я уникальный создаю отчет, то есть это не как отчет оценщиков, которые там в соответствии с национальными стандартами там и ну всякое бла-бла-бла. Мне оценщики смотрят, тоже знаю, да. Из этого бла-бла-бла там всего лишь табличка экселевская, которая там может говорить о чем-то. И то с большой натяжкой. Почему? Потому что метод статистического анализа предполагает, который я использую, работу с огромными большими цифрами. И на примере генеральной выборки, о которой я вам показывал, там порядка, сколько у нас, 9 тысяч объектов участвовало в генеральной выборке, то оценщик применяет всего лишь 5 объектов. Это ни о чем. Поэтому мои исследования, они структурированы. Я методологию описываю подробно, которую применяю в своих научных исследованиях. И, естественно, это является серьезным подспорьем для специалистов, которые хотят, в общем-то, понимать, знать, ну, конечно, для своих клиентов это все они делают, что происходило с недвижимостью в ретроспективе. С 2000 года оцифрованы все данные у меня по всей Украине, по всем сегментам рынка недвижимости. Оцифрованные данные – это объявления, которые были собраны с помощью, еще раз повторюсь, программы Olymp News. Все, друзья, наконец-то высказался, да, по поводу своих компетенций очередной раз. Пришло время прощаться. До встречи в следующих моих видеороликах. Не забудьте лайки, дизлайки ставить.